Привет, YouTube! Привет, комьюнити! В сегодняшнем видео я хотел бы немножко коснуться мультитулов Laserman. Это не какой-то большой обзор, детальный или сравнительное тестирование. Нет, это всего лишь мой взгляд на тулы, на некоторые тулы, да, на некоторые нюансы компании Laserman и, скажем так, возможно, даже некоторое сравнение тех или иных моделей, да. Говорить мы будем о трех тулах в основном. Это Charge ALX, это Laserman Surge и это Charge TTI. Ну и в качестве некоторого ответвления мы будем говорить немножко о Wingman, да, Laserman. Давайте для начала остановимся на вот этих трех моделях. Среди из этих моделей самые популярные, по крайней мере, чье имя достаточно часто звучит на форумах и прочих, это Charge TTI и Surge. ALX не так популярен, именно модель ALX. Почему? Об этом мы говорим позже. На мой взгляд, на мой личный взгляд, ALX, наверное, наиболее удачный мультитул компании Laserman, вот из этих трех. Вот. Но о нем попозже. Charge TTI и Surge. Ценник у этих двух мультитулов достаточно разный. То есть, если Surge стоит что-то в районе $70, то Charge TTI стоит что-то в районе 120 или 115, что-то где-то так. Что мы имеем за почти вдвое большую цену? Мы имеем чехольчик, так называемый премиум Laser Snap, да, то есть кожаный чехол. Мы имеем набор бит, клипсу и отверстие для темляка, да, то есть для крепления темляка. Для чего оно, честно говоря, еще одно в комплекте мало понятно, потому как Charge TTI, если можно посмотреть вот сюда внимательно, то вот здесь вот эта маленькая штучка, маленькое колечко, оно вытаскивается и получается что-то вот в таком духе. Но тем не менее оно есть. В комплекте у Surge всего этого нет. Чехол точно такой же. Сразу хочу остановиться на чехле. Да? У моего ALX чехол нейлоновый, а у Surge у него точно такой же чехол, как на TTI, кожаный. На мой взгляд, кожаный чехол у Laserman это довольно ерундовая вещь. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, да, то есть сам мультитул, пожалуйста, он сюда входит прекрасно. То есть не гремит, ничего, но это нормально, это без проблем. Но в данный кармашек входит всего один набор бит, да, при том, что их два. Это нелогично. Момент номер два, да, то есть монтаж у этого мультитула может быть только вертикальный. То есть в сравнении с нейлоновым чехлом он может быть как вертикальный, так и горизонтальный. То есть есть ремни для вертикального монтажа и горизонтального. С учетом того, что мультитул это все-таки рабочий инструмент, и чехол может носиться не столько на поясе, сколько на сумке, на каких-то еще, на поясном, то есть на наплечном ремне или чем-то еще, то вот такой способ крепежа чехла к ремню, на мой взгляд, это несколько атовистично. То есть, если это 110-й бак, классический нож с кожаным чехлом, я это могу понять. Но Laserman Charge TTI это инструмент, это высокотехнологичный инструмент, по большому счету, с очень большой претензией. То есть об этом еще чуть позже поговорим. И комплектовать его таким вот чехлом, на мой взгляд, это не совсем серьезно, с учетом того, что очень хороший, на мой взгляд, Молли чехол для Laserman стоит всего $10. И, в принципе, если уж не в комплект, то как модификацию с подобным чехлом Laserman стоило бы иметь. Но как ответ на это Laserman сделал такой интересный мультитул, как Laserman Mud, да, MAT. Он скорее военный, чем гражданский, но тем не менее. То есть чехлом лазермановским, что таким, я не сказал, что я бы доволен. Но, на мой взгляд, нейлоновый чехол, несмотря на его, возможно, неказистый внешний вид, куда более функциональный, на мой взгляд, чем кожаный. Собственно, о чехлах мы закончили. Немножко хочу сказать о наборе бит Laserman, да. То есть,
Если вы ориентируетесь при покупке на набор бит в том числе, да, то имейте в виду, что у Лезермана, во-первых, да, в большей степени шестигранники американские, то есть дюймовые. А торксы самые низкие и маленькие это 10-й, то есть 6-го и 8-го торкса тут просто нет. И как бы если для вам разбирать ножи это первичная тема, и вы бы хотели иметь некое подобие блюбокса в своем мультитуле, то Charge TTI не совсем тот выбор, который вам нужен. Хотя биты в целом очень качественные, очень приятные, никаких каких-то нареканий для них нет. Я в свое время покупал Surge вместе с набором бит дополнительных, как бы, и часто ими пользовался, каких-либо проблем они не доставляли. Вот. Charge TTI один из самых как бы высокотехнологичных тулов компании Laserman, и проявляется это в двух вещах. Во-первых, в титановых накладках, и во-вторых, в лезвии. Да? Лезвие с одноруким открыванием от стали S30V. Геометрия у лезерманов очень и очень резательная. Это было видно на тесте, собственно говоря, Charge, то есть Surge с 420HC клинком. Геометрия абсолютно идентична, как можно заметить, но при этом длина лезвия все-таки у... Сейчас попробую это продемонстрировать. У Surge чуть-чуть побольше эффективная режущая кромка. Самую малость. Surge это мой, скажем так, вот домашний тул для всего. Если мне надо что-то отрезать, там, кожу, еще что-то, я это делаю им. Мне его нисколько не жалко, это абсолютно рабочий инструмент. Но, тем не менее, как бы определенные события как бы произошли, и я приобрел вот такой вот тул Charge LX. Почему? Об этом чуть попозже. Charge TTI это моего друга, как бы, вот я их и, скажем так, сравниваю. Давайте пройдемся по Surge, да, что у него в комплекте есть. То есть тул довольно функциональный. То есть с одной стороны у нас лезвие со сталью 420 HC. Помимо лезвия 420 хай-карбона присутствуют ножницы. Ножницы довольно крупные, абсолютно нормальные, удобные, как бы каких-то проблем в их использовании нет. С другой стороны у нас присутствует, собственно, серейторное лезвие, тоже из 420 хай-карбон, и битодержатель, если можно так выразиться, в котором на данный момент установлен напильник и как бы напильник алмазный, как напильник по дереву. Вот эта штука, она позволяет менять биты. Вот. Я так до сих пор путем и не понял, как именно она работает. Ну, сейчас попробуем в этом разобраться. А вот она позволяет менять напильник на лезвие. Подходят, как я понял, лезвия от электролобзика Bosch. То есть по металлу, по дереву. Это достаточно весомый аргумент в пользу Surge. После разбора инструмента мы, собственно, видим, ну, сразу хочется показать линейку, как дюймовую, так и метрическую. Я бы не сказал, что этой линейку удобно прям пользоваться, что-то по ней отмерять, расчерчивать. Нет, ну, понять, какое примерно расстояние по ней реально. Пассатижи. По мнению компании Laserman, здесь спрятано несколько инструментов. Собственно, грубо говоря, пассатижи, кусачки для проводов. Если посмотреть вот сюда, вот на вот этот вот маленький кружочек, это по понятию компании Laserman кусачки для твердых проводов. Если посмотреть вот сюда, то здесь мы видим два таких небольших сужения. То это как называемый обжимной инструмент и кусачки для многожильного провода. Вот. Я не знаю, насколько этот функционал оправдан, но я думаю, все-таки как кусачки это скорее какой-то разовый инструмент, нежели инструмент продолжительной нагрузки работы. С одной стороны у нас есть держатель бит для малых бит, так называемых. Об этом инструменте я чуть позже коснусь, но как бы он присутствует. Также здесь шило с отверстием. Также здесь плоская отвертка шлицевая.
Все это на небольшом замочке закрепляется. С другой же стороны у нас два инструмента в Surge. Это, собственно, битодержатель для больших бит и, опять же, многофункциональная открывашка. То есть это открывашка как для бутылок, так для консерв. И также инструмент для зачистки проводов. Как консервный нож эта штука прекрасно работает, тут никаких проблем нет. В Charge TTI же все немножко иначе. Помимо лезвия из S30V, с этой стороны у нас присутствует пила. Она несъемная. С другой стороны у нас присутствует, опять же, тот же самый напильник, точно так же несъемный, и серейторное лезвие с стропорезом, так называемым. Функционал стропореза, на мой взгляд, я его не очень понимаю. Не факт, что он неверный или вообще не нужный, но, скажем так, вот тоже та же самая конструкция на Алексе. Вот. И паракорд, да, там даже натянутый, мне гораздо проще перерезать вот этим вот местом, чем вот этим. Не знаю, как бы для чего это сделано, но, видимо, я просто этого не понимаю. Вполне вероятно, какой-то функционал там все-таки заложен, и функционал серьезный. Что дальше? В разложенном состоянии кусачки чуть-чуть попроще. То есть точно так же есть кусачки стандартные, кусачки, то есть как бы вот такое небольшое как бы скругление для твердых проводов и обжимной инструмент, так называемый кримпер. Вот. Каких-либо здесь, в этой части, сужений нет. То есть как бы эта часть тула как кусачки не работает. Внутренние инструменты похожи на Surge, то есть это шлицевая отвертка. Это здесь же точно так же присутствует набор для маленьких бит и ножницы. Ножнички маленькие, но я бы не сказал, что они неудобные, что ими неудобно пользоваться. На мой взгляд, вполне удобно, то есть как бы нет каких-либо особых проблем. С другой стороны у нас точно так же консервный нож и большая бита. Здесь точно так же линейка. Так вот, собственно, какие плюсы у Charge TTI над Surge? Да, то есть серьезный плюс. Первый серьезный плюс — это вес. То есть Charge TTI практически на 100 грамм легче. То есть 230 грамм против 330. Второй серьезный плюс — это S30V на клинке. Да, то есть не на серейторном клинке, а на обычном плейновом клинке S30V. На мой взгляд, изначально Лизерман довольно остро заточен под достаточно острый угол. Я бы все-таки его подуменьшил. То есть я так думаю, здесь в районе 34-36 градусов визуально. Вполне вероятно, даже меньше. Я бы сократил это все-таки до, как бы, может быть, даже 40 градусов, может даже 42. Потому что как бы лезвие довольно тоненькое, и каких-либо проблем с срезом, я думаю, этого тула не должно быть вообще. Вот. В принципе, на этом преимущества Surge заканчиваются. То есть Charge заканчиваются. То есть как бы титановые накладки — это не более чем маркетинговый трюк, потому что Charge ALX, который титановых накладок не содержит, а содержит накладки из алюминия, весит точно так же, как Charge TTI. Разница там, по-моему, в 0,6 грамма. То есть какого-то там супер облегчения веса нет. Вот. Другой вопрос, что у Charge TTI изначально есть биты в комплекте, и биты точно так же стоят денег, поэтому как бы разница с ALX, на мой взгляд, нивелирована. Вот. А Surge он значительно дешевле, и даже если докупить к нему биты, то мы в итоге как бы получим цену ниже, чем у Charge TTI. Вот. Но у Surge, опять же, есть свои плюсы. Первый очень серьезный плюс, самый, наверное, серьезный плюс Surge — это напильник, сменная пилка. То есть вот это очень-очень-очень важный момент. Вот. Второй довольно серьезный плюс Surge все-таки, да, в руке, можно просто попробовать сравнить размеры, это куда более массивный и мощный инструмент. То есть как инструмент вес в 300 грамм для него не является каким-то серьезным недостатком.
Из недостатков довольно серьезных, на мой взгляд, для Surge является наличие так называемой вот этой вот шлицевой отвертки. И об этом мы еще вернемся. То есть, на мой взгляд, ее наличие на подобном туле, это, скажем, ну, в некоторой степени компромисс. Сейчас я объясню почему. Вот. Ну и опять же конструктив Surge. Я не знаю, касается ли это всех Surge, но моего касается. Сейчас я попробую это показать. То есть вот Charge TTI в закрытом состоянии, да, это абсолютный монолит. Вот. Теперь Surge. То есть он вот люфтит, как мама дорогая. Не сказал бы, что это как-то сказывается на работе, но это вот присутствует. Вот. Теперь, почему же эта так называемая шлицевая отвертка, на мой взгляд, является в некоторой степени атовизмом. И почему я для себя выбрал не Charge TTI, а Charge ALX. Основное и единственное, по сути, отличие вот этих двух тулов друг от друга, вот этих двух, да, оно вот в чем. С этой стороны у Charge ALX есть как тонкая маленькая бита, так и обычная бита. А с другой стороны, помимо консервного ножа, присутствует еще один битодержатель. На мой взгляд, это удобней, когда у вас под рукой сразу две отвертки. Это просто удобней, когда вы можете работать одновременно и то, и другой. Соответственно, здесь же можно разместить шлицевую отвертку, какую угодно. Вот именно это та причина, ради которой я взял именно ALX, помимо веса. То есть я таскал с собой Surge в сумке, в своем, скажем так, EDC наборе, но перестал, потому что ALX все-таки полегче и как-то поудобней. Вот. И у ALX лезвие не из 30-ки, лезвие 154 я не вижу тут каких-то больших проблем в плане как бы разницы. Точно так же прекрасная как бы сталь, и каких-то проблем с этим нет. Вот именно для меня, как инструмент, ALX будет куда более интересен, чем Charge TTI, за счет того, что отсутствуют ножницы. Я не говорю, что ножницы не нужны, но по сути, если мы превращаемся в какой-то серьезный тул, да, как замена викса полная, то помимо ножниц нам неплохо бы иметь штопор. Да? Если штопора нет, то как бы получается некоторая полумера. Вот. Ну а закончить как бы свое повествование о тулах Лезерман я бы хотел вот с такой модели. Это Лезерман Wingman. Моделька довольно дешевая, что-то в районе 25-30 долларов, и на первый взгляд очень-очень заманчивая. Вот, то есть достаточно большое количество инструментов, и главное, самое главное, что мне в ней очень нравится, вот как бы вот этот момент мне непонятен вообще, да, то есть вот, как бы я пытаюсь это продемонстрировать. Я не могу сказать, что подпружиненные плоскогубцы это, наверное, супер, но мне кажется, что подпружиненные плоскогубцы, это касается абсолютно любого мультитула, что Surge, что Charge TTI, что Charge ALX, у них у всех не подпружиненные плоскогубцы. Почему здесь так, я не знаю. Мультитул очень дешевый. Но если Charge ALX или TTI это практически монолит, то есть какие-то микролюфтики, возможно, присутствуют, но они реально микроуровня. И для такого сложного инструмента, я думаю, это вполне допустимо, как бы никаких проблем с этим нет. То на Wingman люфты во всех направлениях, это просто какой-то кошмар. И 420 HI полусерейторное лезвие, я не знаю. Я понимаю, что, наверное, при какой-то именно резательной нагрузке вот такой не будет никаких проблем, но чисто вот ну, меня это немножко раздражает. Да? Вот. Второй момент. Ножницы, они как бы есть, точно такие же, вроде бы как на Surge, только если сёржевские ножницы абсолютно нормальные, я ими много чего перерезал, то вот эти, они просто тупые. Вот. Я не знаю, как бы, наверное, можно заточить, но это несерьезно. Да. Теперь касательно инструментария внутри. Да? Замков здесь нет, небольшой слип-джойнт под своим весом они закрепляются, инструменты. Здесь шлицевая и крестовые отвертки с одной стороны. С другой стороны у нас очень забавные инструменты. Как бы консервный нож, он понятен, да, то есть тут как бы никаких особых сюрпризов нет, все работает, все нормально. Непонятны вот эти два инструмента.
То есть первый инструмент, который мне реально непонятен, это вот этот напильник. То есть вот как бы, ну, очень странно, я попытался им даже ноготь подпилить, как-то дико неудобно, да. Но самый финиш это с этой стороны, это у нас якобы будет линейка, да. То есть ну, вот, это вот вообще уже цирк, на самом деле, на мой взгляд. То есть я, конечно, не знаю, может, что-нибудь не понимаю, но вот это не линейка, это какой-то огрызок. Ну и самый забавный инструмент у Вингмана это так называемый вскрыватель упаковки. То есть я так полагаю, вскрыватель блистера. Я не понимаю, почему с этим не может справиться нож, и для чего вот такую вот загогулину надо наносить в один инструмент, хотя как бы ежу понятно, что просится все-таки шило, да? Но тем не менее вот такой подход. То есть Вингман, если вы хотите купить мультитул Лезерман и вам жалко денег на Charge или на Surge, смотрите в сторону Вейва, на мой взгляд, потому что это отличный мультитул за его деньги. А отличие, насколько я понимаю, от Charge исключительно в том, что сталь на клинке 420 HT в исполнении Лезермана это очень неплохая сталь. На Вингман, на мой взгляд, деньги тратить не стоит. Спасибо за просмотр. Бай-бай. Пока.